За последнюю неделю произошли некоторые тектонические сдвиги в геополитических силовых структурах. В результате широко презираемый аватар Джо Байден будет заменен на посту президента США спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, согласно источникам в Пентагоне и Ми-6. По словам источников ЦРУ в Лаосе, подготовка к переносу штаб-квартиры из Нью-Йорка в Лаос также началась всерьез. Эти изменения происходят в то время, когда те, кто несет главную ответственность за нынешнее дисфункциональное состояние планеты, собираются в Давосе, Швейцария, на экономический форум. Когда этот отчет должен был быть опубликован, источники ЦРУ сообщили, что глава этой организации, Ротшильд, пропустит сегодня открытие конференции в Давосе из-за проблем, однако это может быть дезинформационной ловушкой, предназначенной для того, чтобы разрушить доверие к этому информационному бюллетеню, показывая его или аватар после того, как мы сообщим о его отсутствии. Получить комментарий не удалось. Тем не менее, согласно многочисленным источникам, преступники, собравшиеся в Давосе, проиграли битву за планету Земля. Что мы знаем точно, так это то, что вся гитлеровская, рокфеллеровская ветвь правящего класса потеряла власть. Это означает, что потомки Адольфа Гитлера и Джона Рокфеллера I, включая Ангелу Меркель, Хиллари Клинтон, Барака Обаму, Дэвида Рокфеллера-младшего и других, будут лишены всякой власти и титулов, говорят источники в Ми-6. Чтобы подтвердить, что это правда, нам нужно увидеть публичное устранение аватара Рокфеллера, президента Джо Байдена, вместе с фальшивым папой Франциском в резиновой маске. Есть признаки того, что это уже происходит. В США борьба за власть привела к компромиссу, при котором ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не останутся у власти. Верховный суд отклонил дело Брансона об отмене выборов 2020 года, поскольку в результате этого президентом должен был стать Дональд Трамп. Причина этого в том, что Дональд Трамп, который находится в центре внимания общественности с января 2020 года, является мошенником. Настоящий Дональд Трамп, чей сын Бэрон пострадал, резко высказался против. То есть, если бы Верховный суд восстановил Трампа в должности, аватар Джо Байдена, выполнявший приказы Рокфеллеров, был бы заменен аватаром Трампа, выполнявшим приказы Ротшильдов. В 15 турах голосования, которые потребовались, чтобы сделать Кевина Маккарти спикером Палаты представителей, последовал торг. Помимо прочего, Маккарти пришлось пообещать провести слушание о том, как ФБР превратилась в злонамеренную силу, угнетающую американских патриотов. По последней информации, Джо Байден будет свергнут вместе с Камалой Харрис, второй женщиной-кандидатом в президенты. Это сделало бы Маккарти президентом, но только как временную фигуру, которая будет наблюдать за новыми, настоящими выборами. На таких выборах баллотировался бы настоящий Дональд Трамп. Вот почему мы сейчас видим такие заголовки в корпоративных пропагандистских СМИ. Бывший советник Клинтона Дэвид Георгин говорит, что Байден рискует оказаться сливочным из-за документального дела. Очень большое дело. Это показывает, что они будут использовать историю с документами в гараже вместо продажи правительства США гангстерам в качестве предлога для прекращения байденовского фарса. Чтобы подтвердить, что это обман, обратите внимание, что фальшивый Байден на этом видео не моргает. Скорее всего, это компьютерная графика. Это дурацкое шоу не может продолжаться долго. Мы также видим очень мощную кампанию по свержению папы Франциска. Вот почему мы видим в новостях сообщение о том, что заговор с целью его смещения начался всерьез сразу после папы Бенедикта, Маледикта, XVI, который умер 31 декабря. С этой борьбой, вероятно, связана внезапная смерть главы Банка Ватикана, кардинала Джорджа Пелла, 10 января. Пел был союзником настоящего папы Франциска, который назвал фальшивого Франциска катастрофой и катастрофой. Во всяком случае, источники P3 говорят, что фальшивый Фрэнсис на несколько дней отменил все свои публичные выступления из-за загадочной проблемы. Что мы знаем наверняка, так это то, что в последние недели
произошла своего рода чистка на самых высоких уровнях власти со смертью главного китайского влиятельного лица Цзян Цзэминя. Королевы Елизаветы II, Эвелин де Ротшильд, папы Бенедикта и т.д. Мы также слышим, что все это связано с тем, что был выбран новый М1 или глава комитета 300 и контролер мировой финансовой системы. Мы связались с этим человеком, членом королевской семьи Европы, о котором вы, вероятно, никогда не слышали. Этот человек говорит, М1 просто означает денежный один или глобальный андеррайтинг банков мира. Денежный один – это просто юридический андеррайтер для всех остальных долгов. Вы не можете просто так гарантировать долг страны, так что это должно быть чем-то в конечном итоге, на кого-то. Новый М1 говорит, что основным препятствием для облегчения долгового бремени и создания меритократического агентства по планированию будущего является тупиковая ситуация, исходящая от пятой колонны Ми-6. Эта группа связана с иллюминатами и недовольна, среди прочего, тем, что король Карл III публично использовался как лицо британской монархии за его предполагаемую причастность к убийству принцессы Дианы. Чарльз рассказывает следующую историю. Иранская военная разведка, вероятная причина, пакистанская Ай, убила Доди Фаеда, сына тогдашнего владельца Хэррот С. в Лондоне. Диана умерла не как убийство, а как вторичное последствие убитого. В первую очередь за отмывание денег в связи с торговлей оружием. Ни Ее Величество Королева, ни супруг Ее Величества принц Филипп, ни я бы добавил, не имеют к этому никакого отношения, действия или роли. Источник признает, что Ми-6 действительно предоставила оптическое устройство военного класса, которое было достаточно неработоспособным, чтобы вызвать дорожно-транспортное происшествие, и что глава Ми-6, сэр Джон Скарлетт, теперь нам известно, что он находился в радиусе мили от это места преступления. Бывший глава Ми-6ДР. Если предположить, что Ми-6 действовала самостоятельно и без ведома британской королевской семьи, то решение определенно необходимо, если спор по этому поводу препятствует началу новой финансовой системы и новой эры. Очевидно, принц Уильям не хочет занимать трон вместо своего отца, поэтому в Англии может появиться король Гарольд, возможно, впервые с 1066 года, в то время как таинственный М1 остается реальной властью, стоящей за троном. Это решение остается за тайным советом, и остальная часть правящего класса должна будет следовать этому решению. Существует также вполне реальная возможность всеобщего восстания против родственного правящего класса на Западе. Продолжающийся экономический спад и последствия мошенничества делают кровавую революцию все более и более вероятной. Гностические иллюминаты определенно на тропе войны. О новом Ми говорится. Дэвид де Ротшильд говорит мне, что эти так называемые иллюминаты действительно пытались связаться со мной. Мой аккаунт в Инстаграм наводнен различными ссылками на очень известных людей. И это происходит всего около дня, несмотря на очень строгий запрет прессы на использование камер или любые другие попытки связаться со мной по скрытым каналам, поэтому я немедленно привлек Ми-6 и САС в качестве своих телохранителей. Вот сообщение, которое мы получили от иллюминатов. Кардиналы в Ватикане готовятся к смещению 33-го масона. Это послание миру, что 33-й масонский иезуит больше не имеет контроля на высших уровнях команды. Все 33-го уровня, комитет 300 Fortune 500, BlackRock том, что вероятно связано с этим, мы отметили, что крупный пожар недавно уничтожил масонский центр на юго-западе Сиднея. Они также провоцируют беспорядки и социальные волнения во всем западном полушарии. Евреи, не принадлежащие к ХМ, также восстают, как ясно показывает это заявление еврейского борца за свободу Генри Макоу. Папа Франциск, самозванец, криптоеврей, ХМ. Он присоединяется к своим братьям Джастину Трюдо, Джо Байдену, Эммануэлю Макрону, Джасинде Ардерн Бараку Обаме и Мишель Обаме, как и Джасинда, Владимиру, Тедросу Гебриесусу и другим фальшивым лидерам, которых легко шантажировать. И привели к власти евреев для уничтожения христианства и европейских культур. Экономический коллапс в США
и других западных странах приведет к дальнейшим волнениям, если новая система не будет внедрена в кратчайшие сроки. Гиперинфляция, рост процентных ставок и крах рынков происходят одновременно. Как показывает этот график, пузырь на рынке жилья в США настолько велик, что с ним можно справиться только путем полной перезагрузки финансовой системы. Однако при юбилее и казенных деньгах, в отличие от долга перед даже акциза не потребуется. В любом случае, разговоры о налоговой реформе подобны перестановке шезлонгов на «Титанике», поскольку американское общество годами отодвигалось на второй план. На этой неделе у них снова закончатся деньги, и они отправятся со своей чашей для подаяния в Китай, чтобы предложить больше семейных реликвий в обмен на быстрое решение. С учетом того, что общий долг США и необеспеченный долг приближаются к 300 триллионам долларов, единственным ответом является полная перезагрузка. Ситуация неотложная, потому что, если Запад не отстанет от новой М1, китайцы, страны и так далее придут к власти с помощью или без сотрудничества с Западом. Источники из общества Белого дракона в Лаосе сообщают, что незападный мир начал там строительство новой штаб-квартиры и будет строить свою собственную международную архитектуру. Они также готовят свою собственную международную финансовую систему. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев говорит, что американское государство – это всего лишь прикрытие конгломерата гигантских корпораций, которые управляют страной и пытаются доминировать в мире. Он добавляет, транснациональные корпорации относятся даже к президентам США, просто как к подставным лицам, которых можно заставить замолчать, как это произошло с Дональдом Трампом. Республиканцы и демократы – всего лишь два актера в постановке, которая не имеет ничего общего с демократией.